общий расклад Таро, его послевкусие от вас. Какие мысли и чувства в его голове о тебе после первой встречи или после последнего разговора? Или вообще вы оставляете для загаданного человека, для загаданного мужчины сегодня расклад Таро. Для мужчин будет полезен, если вы хотите посмотреть на ситуацию со стороны или с мужской точки зрения. Будет 4 варианта, 4 дамы, вы можете выбирать их по образу. Вот это будет королева земли или телец, дева, козерог. Вторая королева будет у нас королева воды или рак, рыба или скорпион. Третья будет королева огня, овен, лев или стрелец. Ну и третья королева воздуха. На каждую королеву мы уделим немного времени, до 10 минут. Но самое главное, мы посмотрим ситуацию коротко посмотрим мысли, чувства, и, естественно, послевкусные планы на вас. Итак, начнем с королевы земли. Настройтесь на себя, на свою ситуацию, на свою интуицию, да, на своего мужчину загаданного. Мужчина, настраивайтесь на свою загаданную женщину. Начнем. Давайте посмотрим, королева земли, что за ситуация. Ситуация, где женщина выглядит роскошно, но эго и запрос женщины достаточно высокий, и мужчина может с этой ситуацией не сильно так справляться. Как минимум, мужчина для этой женщины как будто бы мелковат. Женщина может считать, что мужчина, может быть, ее где-то или пугается, или не так активно к ней тянется. Во всяком случае, какая женщина, вот как раз та ситуация, где все параметры, физические параметры, да, там ноги, талия, там красота, вся роскошь на лицо, но мужчина при этом немножечко растерян и, возможно, даже удивлен и не знает, что в этой ситуации делать. Давайте еще посмотрим пару моментов. Женщина, смотрите, женщина здесь такая, может быть, откусила немножечко небольшой кусочек сердца у мужчины. Женщина здесь может быть леди вамп, но не темная. Пока что я не вижу какой-то темноты. Как минимум, сердцеедкой она может очень даже быть. Но, я вам так скажу, да и сама тоже может легко влюбляться. Далее здесь есть искра. Искра пролетела, что-то вас зацепило друг в друге. И мужчину в том числе. И здесь еще есть туз воздуха. Женщина не глупая, много думает, умеет применять свой интеллект, свой мозг. То есть, мозг у нее есть, да, что-то есть. И давайте так скажем, что она теперь сама не знает, как ей быть, что ей дальше делать. Вроде бы как она его в себя влюбила, он вроде бы как растерялся, потому как, знаете, он даже не ожидал, что вот рядом с ним окажется такая вот, может быть, голубоглазая, кстати, зеленоглазая, почему-то тут идет зелено-голубые глаза, роскошная женщина. Главными атрибутами, да, могут быть любовь к курению, да, может быть, красивые длинные ноги, вьющиеся волосы, рыжая, светлая или темная прическа у женщины. И земельные знаки: телец, дева, козерог. Давайте еще тут активные действия какие-то нужно предпринять. Вроде бы как женщина думает, что дальше ей делать, не делать. Женщина думает, знаете, как мужчина, смотрите, женщина думает, он и так мой, да, императрица. Думает, давить на него дальше или не давить. Вот имейте в виду, здесь вот вроде бы как мужчина покорен уже, и женщина это понимает, чувствует. Укус за сердце, он, знаете, как такой в хорошем смысле вампирством попахивает, да, но с другой стороны мужчина как будто бы заражен, в хорошем тоже смысле слова, или болен теперь этой женщиной. Хотя и реально мужчина пугается, да, вот этого состояния. Почему? Потому что он здесь даже пытается, может, где-то убежать. Видите, какой он небольшой, да, небольшого роста. Окей, давайте посмотрим дальше. В его мыслях какое послевкусие вы оставляете, или он ощущает, да? Что он думает о вас? Да, смотрите, он думает, что ему с вами легко. Но он думает о том, что вы как будто бы берете его полностью под какую-то свою опеку, контроль, может быть. Но это даже не контроль, а... Вы знаете, он думает, что вы очень легко им завладели. Именно вот расположили к себе, откусили от него кусочек сердца, кусочек чувств, да. И он себя чувствует где-то, может быть, где-то чувствует себя глупцом, да, таким... Вы как будто бы умнее его оказываетесь постоянно. Вот у меня такой сейчас идет поток, что вы играете в шахматы, и он играет королем, а вы играете ферзем. И ферзь это вы,
да, как женщина. А он король. Король это самая слабая, кстати, фигура в шахматах. Кто знает, кто не знает. А ферзь самая сильная, в принципе. Так вот, вы здесь умнее, сильнее, и у вас возможностей больше. Вот поэтому где-то есть некое несоответствие его возможностей и ваших возможностей. У вас их реально больше. Но, тем не менее, ему с вами легко, и он в легком таком недоумении постоянно. Как это вы его смогли обхитрить, подколоть умно, да? Вот у вас должно быть хорошее чувство юмора, острый язычок такой, да? Может быть, там троллинг, может быть, у вас математический склад ума, но, тем не менее, как телец, да, вот как земной знак, ему с вами вот надежно, спокойно, да. Такое часто бывает, мужчины тоже ищут где-то какой-то стабильности, да, вот как раз с вами ему стабильно. Хорошие пока карты, но каким минусом этой карты? У него, знаете, такое как бы головокружение, он теряется с вами. Вот это минус. И он не знает тоже, что делать точно так же, как и вы. Вы оба как бы озадачены теперь. Его чувство какое послевкусие? Вы знаете, он чувствует, что он вас чем-то зацепил, чем-то обидел. Ну, может быть, это и вы, но здесь все-таки мужчина наносит такую какую-то боль, да, причиняет, да, боль женщине. Аркан повешенный, 12 или наказание, да. То есть где-то он чувствует, что он вас зацепил, обидел или наказал чем-то. Если наоборот, и вы точно знаете в вашей ситуации, поскольку общий расклад, что это вы его там зацепили, да, то он может здесь обижаться и чувствовать себя в неловкой ситуации. Повешенный – это зависимость. Поэтому, как минимум, либо он чувствует, что он вас чем-то обидел и сделал вам больно, либо чувствует теперь вину и чувствует, что зависит от вас и что-то должен. То есть он винит себя, чувство вины и чувство такого страдания, переживания какого-то, да. Ну, тут уже примеряйте. Либо действительно он вам причинил боль, либо он начинает зависеть от вас. Ну, пока что так, как будто бы вы поглощаете и покоряете этого мужчину, и он готов прямо вот, в хорошем смысле слова встать на колени, перед вами покориться, да, то есть я у твоих ног, да, вот пока что так идет. Здесь тузы идут, у вас козыри, у вас внешние данные, интеллект, ноги, волосы, прическа, да, умение вести себя, быть по-матерински мягкой, да, легкой. И вот это его поглощает, да, то есть это его склоняет перед вами или склоняет на вашу сторону или в вашу сторону. Ну и давайте его планы, какие послевкусия, какое послевкусие в его планах, да, вот так вот. Планы что планирует? А планирует он пока что взять паузу, как будто бы прийти в себя. Он не понимает, знаете, в чем планы. Почему пауза? Потому что отшельника здесь оборотень, да, то есть он не может понять свою роль в этих отношениях. Либо он действительно вас наказывает, либо он входит в зависимость от вас по повешенному, да. Ну, смотрите, здесь, кстати, на мужчину выпал старший аркан какой? Дева. Чистая дева, может быть повешенный по 12-му аркану, это весы. Вот он или воздушный, скорее всего, либо земельный. У вас земля, вот, воздух вам, скорее всего, не подойдет. Сразу говорю, вот земля вам или земля к земле подойдет. Но по дураку здесь может вообще быть любой знак. Поэтому, как минимум, давайте я сделаю резюме. Этот человек немножко ошарашен, он в шоке. Он не ожидал, что в вас ресурса гораздо больше и качеств гораздо больше, и они чаще сильнее его каких-то качеств, да, то есть вы ему составляете мощную конкуренцию, и в этой конкуренции вы проигрываете. В вас он видит или подозревает, или чувствует свою мать, архетип матери здесь присутствует, ему с вами по-настоящему легко, и он на вас залипает. От этого немножечко сходит с ума, не знает, что делает, и боится впасть в зависимость. Поэтому, не понимая, кто он здесь в этих отношениях, он берет паузу пока что. Будет ли здесь продолжение банкета? Да, скорее всего, продолжение банкета будет. Только почему? Потому что, во-первых, садница Земли – это остановка. И это могут быть кармические отношения, продолжение которых может быть после паузы. Поэтому, если вдруг он у вас пропал, не выходит на связь, затаился, затихарился, як кажуть українською, причаївся, да, десь в очереті, то нехай посидить, подумає, хто він такий і де його місце, да, якось так. Давайте следующую королеву. И, пожалуйста, королеву Земли напишите, я королева Земли, как вам перекликается этот расклад, это будет ваша подяка. Следующая королева, давайте этих двух, чтобы они нам не фонили, давайте вот сюда. Королева воды, что у вас за ситуация, как развиваются ваши отношения сейчас, как видят это карты Таро сегодня? Первая карта мир. Вы либо хотите примириться, либо вам уже вообще по барабану, да, что будет дальше, то есть
Ну, это главный аркан, он здесь задает темп, и тут уже смотрите по своей ситуации. Либо вы, может быть, поссорились, он вас задел за живое, либо вы уже настолько друг к другу, как говорится, притерлись, да, что, ну, вам начхать, да, вы хотите, может быть, сами отстраниться. Женщина здесь поворачивается спиной немножечко и оседлывает, да, как бы мир. Далее, ну, тем не менее, вам, как женщине, плевать на него, да, с одной стороны. Где-то вы хотите, может быть, помириться, но терять вы пока этого мужчину не собираетесь. Женщина здесь, как бы она ни, ну, условно говоря, не плевала, да, на мир, на эти отношения, да, на вот эту, на эту реальность, она не хочет терять этого мужчину. Она его, может быть, ну... Давайте так скажем, хочет задушить в своих объятиях. Но это же о чем, да? Это контроль перспективы. То есть сейчас она не хочет этого, да, допустим, его видеть. А вот через 2-3 дня или 2-3 часа она хочет его уже обнять и задушить в своих страстных объятиях, даже вот так, да? То есть у вас немножечко качельки есть, где, с одной стороны, вам уже и все равно, а с другой стороны, вы так хотите примирения, что и будущего без этого мужчины, возможно, и не видите. Окей. Ну и третья карта, что здесь? Ну и здесь садница воды, здесь, знаете, глубокие чувства в женщине, ну и в мужчине в том числе, они поддерживаются качелями. Вместе классно, когда вы ссоритесь, вы хотите его или ее послать, да, ну, его, да, все-таки больше про женщину, но потом вот буквально через некоторое время хочется вот разорвать на себе все одежды, сбросить, да, и придушить его в хорошем смысле слова, в страстных объятиях, контролировать ситуацию. Поэтому от любви до ненависти один шаг, и это вот оно близко. Но я вам так скажу, этот мужчина, да и эта женщина глубоко в сердце. И есть некая незримая связь между вами по этому аркану, а это рыбный аркан, то есть некая такая магия, мистика, мистерия в этих отношениях, где от любви до ненависти один шаг. Ок, услышали. Ну давайте посмотрим, какое послевкусие после встречи, после общения, после важной встречи с ним. В мыслях у него, что он думает. Ой-ой-ой, смотрите, тут 2 карты выпало, ну значит 2 будем смотреть. Ну первое, значит... Первая карта, он думает, что продолжение следует, но он будет делать так, что он будет, ну, как будто бы вы видите, что он вас игнорит. Он будет вас игнорить, но будет при этом рядом. То есть он не планирует разорвать отношения, но он понаблюдает, как вы будете реагировать на игнор. Это важно здесь. Ну и здесь смерть — это роковые отношения. Он думает, что вы роковая женщина, да, не раковая. Да, королева воды — это, кстати, рак. Ну, напишите, если вы рак, то это действительно роковая. Ну, смотрите, здесь он думает, что вы роковая женщина, и он, знаете, как... Ну, как и в первом случае, да, немножечко... Вы его возбуждаете тоже, да, вот. Он вас возбуждает, и вы. Но он, знаете, как побаивается немножко... Может быть, скорости где-то, может быть, вашего характера, да, может быть, вашей экспрессии. Хотя, смотрите, здесь королева воды, обычно водные знаки, ну, как правило, я бы сказал так, что, ну, может быть, только ярко выраженная какая-то там, может быть, у скорпиона что-то, да, вот рыбы и раки, они более такие поспокойнее. Но здесь скорпион и здесь вот, то есть он боится каких-то непредвиденных шагов с вашей стороны. Вот именно вот этих резких движений, они его отталкивают. Поэтому где-то он будет игнорить, чтобы понаблюдать, как вы будете себя вести, ну, за вашим поведением и за вашей реакцией на игнор. Он думает и хочет знать, как вы отреагируете на игнор, что вы будете делать. Ну и смерть здесь страсть, он как бы чувствует, что и ему не надо торопиться, потому что он начинает как будто бы терять контроль над собой от этой страсти, да, тут она есть. Ну и, возможно, посмотрит, как вы будете торопиться, да, потому что, ну, я вам скажу, что ваша резкость, она может играть, ну... не очень хорошие, тут не очень хороший, оказывать не очень хорошее влияние. Почему? Потому что медленная карта закрывает ситуацию, в принципе, вам торопиться не надо здесь по вот этой карте. Поэтому вот он и хочет проверить эту воду, это рыба, это рак, а это скорпион. Понимаете, тут выпали все водные знаки, поэтому тут действительно очень водная женщина. А что такое водная женщина? Это эмоциональная. На эмоциях она может проявлять ревность, страсть и делать такие движения, которые могут неадекватно восприниматься этим мужчиной. То есть он вас планирует изучать. Услышим. Что в чувствах? То есть вы ему до конца непонятны. Ок. Что в чувствах? В чувствах он все-таки хочет, чтобы вы были послабее немножко. Да? Послабее, помягче, поводней. И он чувствует, что вы ведете себя как ребенок здесь. Ну, смотрите, тут уже тоже по вашей ситуации. Может, он инфантил, но здесь вот вы слабая, женщина слабая, а он посильнее. Поэтому он чувствует, что вы где-то ведете, поступаете или реагируете, или эмоционируете в этой ситуации немножечко неадекватно. Вот так.
Ну и его планы. Планы на вас. Давайте посмотрим, что в планах здесь. Ох ты, ну у нас только что была эта карта, он вас будет мучить, немножко терзать. Ну, смотрите, то, что я говорил, он будет игнорить, вот его спинка, да, он спиной будет поворачиваться, то есть он будет выдерживать и морить вас чем? Молчанием, то есть манипуляция игнором. И будет вам, возможно, делать больно, где-то наказывать и где-то ставить вас на место. Таким образом, делая вас созависимой в этих отношениях. Ну, зависимой даже больше, не созависимой, а зависимой в этих отношениях. Чтобы, возможно, вы, ну, как-то, может быть, более адекватно все-таки реагировали. И у меня такое вообще ощущение, что все-таки ваша эмоция, ваша пылкость, она скрытая у вас, как у водного знака, но прорываясь наружу, она, знаете, как вы не сможете контролировать весь мир, и весь мир не сможет прогибаться на вас, под вас точнее. А он считает, что вы вот именно вот так хотите сделать. Но у вас, к сожалению, так не получится. Ну, к сожалению. В этой комбинации нет. Да, вы можете быть трижды роковой женщиной, иметь, не бог весть какие качества, данные. Ну, может быть, даже еще посмотрите первый расклад, вдруг, может быть, он ваш, потому что повторяются карты. Вот эта карта. И это связи, да. Это с этой могут быть связаны. И ситуация там может быть где-то и ваша в первом раскладе тоже есть. Но, тем не менее, он как бы хочет вас поставить на место, да, то есть в его планах. Ну и, может быть, это будет дорого стоить и вам, и ему. Это дорогая карта, дорогого удовольствия. А удовольствия, как вы знаете, должны быть какие? Дорогие. Давайте посмотрим, ну а что дальше, заглянем в будущее. Ну вот да, связаны эти два расклада, поэтому посмотрите, если зашли сразу в эту карту. А дальше будет такое, что ваше эго будет расти. И, возможно, так как он игнорил вас, смотрите, спиной он к вам, да, точно так же ваше эго, если будет дорастать, то, скорее всего, он даже, может, будет испугаться. То есть, а дальше вы ему еще покажете, как говорится, там, мать Кузьмы, або де пташки зимують, да, якось так. То есть, девятка земли, есть перспектива в этих отношениях, но женщина все-таки, у меня такое ощущение, должна дорасти до этих отношений. Ну, каким образом? Где-то она все-таки должна быть слабее, податливее, гибче, и руна Ларгус вам в помощь. Даже вот она здесь в обратную сторону руны Ларгус, а вот здесь в ту сторону руны Ларгус она. То есть рисуйте на запястье Ларгус, и, возможно, тогда ваши отношения будут более текучие, менее болезненные, ну и более естественные. Будете ли вы вместе? Давайте еще заглянем. Умеренность, да, особенно если у вас есть конфликт, вы все еще можете его урегулировать. И от вашего женского искусства зависит то, захочет ли он покататься у вас на коленках. Давайте смотреть дальше. Следующий расклад, расклад номер 3. Но также вы можете рассматривать эти расклады как единое целое и извлекать для себя подсказки, советы и инсайты. Королева огня. Давайте посмотрим. Королева огня. Королева огня. Ваша ситуация. Да что ж такое? У нас сегодня девятка земли. Похоже, нас смотрит женщина, считающая себя роскошной, с завышенным эго, раздутым эго. А ну напишите, есть такие с раздутым эго или нет. Ну, конечно, вы не признаетесь. Но, тем не менее, здесь может быть, знаете, как вы ищете этого мужчину. Вы ищете этого мужчину. Ищете, да. А он где-то рядом. Но для него вы необычная какая-то, да, странная, может быть. Здесь девятка и пятерка, и здесь есть некое унижение. Где-то, возможно, вы знаете, имея неплохие свои качества, личные ресурсы, внешние данные, внутренние данные, материальные данные, вы все равно как будто бы ищете и гоняетесь за этим мужчиной. Уже есть некое такое, ну, необычное поведение, которое не делает вам, как женщине в этой ситуации, каких-то, не дает вам бонусов, не дает вам места для разворота. Вы загоняете себя в определенные рамки в этих отношениях. И, ну, вам вроде бы как комфортно, вы вроде бы как от этого получаете удовольствие, оргазм или эстетическое наслаждение. Но оно где-то может быть неуместно и может быть не в этой ситуации, может быть не в этом месте. Как минимум, то, что вы, возможно, ищете мужчину или гоняетесь за ним, или его преследуете, уже становится заметно. Явно заметно. Может быть, вы его сильно соблазняете чем-то. Может быть, вы его как-то провоцируете, да, и это уже как откровение или как вульгарно, да, выглядит как вульгарщина, может быть, смотрите. И третье, да, вот тут действительно шестерка. Здесь есть женское доминирование, и вы действительно, ну, пытаетесь, вот та ситуация, где огненная карта, кстати, это лев, стрелец и овен, а здесь чистый лев. Вот женщина пытается прям мужчину держать за то самое место, ну, за которое иногда женщины любят подержать, да, вот в каких-то определенных своих жизненных ситуациях. Поэтому
есть некая такая чрезмерная, ярко выраженная доминация с сексуальным подтекстом, да, где вы прям, может быть, там какие-то такие непрозрачные или полупрозрачные намеки. И это заметно, и это воспринимается, может быть, им, вашим партнером, может быть, его друзьями, а может быть, вообще всеми, и вы уже начинаете замечать, и может быть, вы уже так и думаете, и вот оно всплывает. Да. Вот смотрите, эта ситуация, насколько вам близка. Окей, теперь давайте о послевкусии, да, при том, что вы пытаетесь где-то его контролировать прям уж жестко, да. Ну, он думает, что вы дьяволица. Во-первых, здесь может быть он вас воспринимает как сексуально озабоченную женщину, и он реально не знает, что с вами делать. Он думает, а как я с такой справлюсь? Да, вот она меня уж прям держит за мой за моего слоненка, давайте так скажем, да, здесь. И вот, а как, если она уже сейчас такая, да, то что же будет дальше? Он воспринимает вас как дьяволицу, и реально он немножечко в легком шоке, да. Не в медитативном. Как минимум, вы реально его соблазняете на какие-то действия, к которым он реально не готов. Вот. Хорошо. Что в чувствах послевкусия? Чувств... Ну, тут, знаете, он чувствует, что вы не выпускаете. Вот вы за ним реально следите, его контролируете, ищете его. Он чувствует, что есть какая-то некая адская гиперопека здесь. Но это же чудесный хрюнь, да, вот он плывет. Ну, вот такой вот он свинья, вот такой вот он засранец. Принимает ли он это? Да. Почему? Он в аркане дьявол, да, он удивлен, да, но он тут присутствует. Поэтому... Ну, а Свинтус Абарвантус, он такой, да. То есть он чувствует, что вы его любите. Вот так любовь проявляется. Да, он еще пока не знает, что делать с этой любовью. Но у меня такое еще ощущение, что вы его так долго искали. Или это любовь из прошлого, или это свинья где-то плавала давно-давно, далеко-далеко. И вот она вернулась, и теперь все. И теперь вот потерять вы его не можете. Но что он чувствует? Что это забота, но похоже на гиперопеку, пока не знает, как он с ней дальше быть. А что же будет дальше, если уже так? Если вы уже облачились в этот... Ну, в это адски красное бикини и расправили свои адски красные крылья. Ну и третье, его планы на вас, он может отказаться от вас. У вас пока что, знаете, у меня такое ощущение, что вы перегораете прямо. Что вы очень резко газанули, очень много адскости вылезло из вас. И, ну, здесь вот... В его планах входит отказаться пока что. И притормозить как минимум. Он может взять вот сейчас свои эти плавники развернуть и направить свой пятак опять туда, к этим деревьям назад. Да. А что ж он такой бледный у вас? Вы что, его не кормите морковкой, что ли? Смотрите, здесь у вас все нормально. Вы адски красный, а он адски бледен. Какой-то прям... Людовик, что ли, да? Ну, ладно, здесь отказывается. Хорошо, давайте причина отказа. Почему он отказывается идти с вами навстречу? Или разворачивается в самый последний момент и убегает? Неужели вы такая адская львица? Знаете, здесь слишком много мазу. Ему, может быть, где-то нравится это наблюдать. Где-то. И он, может, вас и любит, и чувствует вашу любовь. Но вы себя не щадите в этих отношениях. А он не хочет быть насильником и не хочет быть спасателем. Он понимает, что это такая любовь, но он пока не готов. Видите, отказ. Как долго он будет не готов? Король воды. Ну, либо он примет эти чувства, либо нет. Здесь еще может быть, знаете, как с бутылкой, да, может у него проблемы с алкоголем. Ну ладно, это отдельная тема. Не будем разбираться. Как минимум, пока не разберется со своими чувствами и пока не примет ваши чувства. Но у вас реально чрезмерно вспыльчивое поведение, да. И здесь, смотрите, особенно если вы питаете чувства к скорпиону, к рыбе и к раку. Ну, особенно если вы огонь, а он вода. Реально он от вас где-то закипает, но он понимает, что он не готов кипеть с вами, да, от вашего огня. Вот он вот такой вот он взгляд имеет, да, когда он закипает. Ну и будете ли вы вместе, давайте глянем пока что. Здесь союз еще возможен. Но вам нужно наблюдать не только за ним, и этот контроль за ним постоянный, да, вам нужно уравновесить контролем над собой. Если вы этого достигнете, возможно, со временем у вас это и получится, быть именно вместе. Брак здесь все еще почему-то возможен, и, видите, равновесие или союз здесь просматривается одним глазком. Ну и последнее. Королева мечей, понятно, да, весы, близнецы, ну и водолей. Давайте посмотрим вашу ситуацию.
Здесь предательство может быть. И во всяком случае, либо он считает, что вы его предали, либо вы считаете, что он предал. Просто смотрите ситуацию предательства. Вот вы стоите на грани отношений, либо эти отношения во что бы то ни стало, да, то есть вы поставили на кон все, да, если вы особенно только начали отношения свои, да, то значимость этих отношений чрезмерно высока, ожидания чрезмерно завышены, требования к нему, к ней тоже могут быть завышены здесь. Далее, вторая карта. Семерка воздуха. Смотрите, все по воздуху идет. И здесь и Венера в Водолее, и Луна в Водолее. Есть... Смотрите, либо вы его обманываете, либо он вас обманывает. Но смотрите, здесь понятно, что, конечно же, как будто бы мужчина женщину обманывает. Ну и женщина, и вы можете обманывать. Вы сами в своей ситуации можете понимать, обманываете вы его или нет. Вы хоть с собой будьте честны, да, чтобы на общих раскладах говорить себе правду. Это уже будет частью вашей работы над собой. Ну и давайте посмотрим... Еще одна ситуация. Да что ж у нас сегодня такое? Это наказание преследует. Ну и вот смотрите. Либо он приносит вам боль и страдания, ну там, обманывая, изменяя. Семерка воздуха — это измена, а пятерка воздуха — это предательство, да? А измена — это уже предательство. Ну и делание больно — это тоже где-то к измене, к предательству, да? Ну это опять-таки кармические отношения, да, и да, приносит боль. Возможно, вам изменили, возможно, могут изменить, возможно, вы не доверяете ему или ей. Смотрите. Ну, если расклад для женщины, женщина здесь может не доверять. Или вы так вертите хвостом, да, условно говоря, здесь, да, хитрите, что он это чувствует и не доверяет вам. И может вам сделать больно. Почему? Потому что вам доверия нет, а кому-то он больше доверяет. Понимаете, в чем дело? Вот так вот. Окей. Ну вот така здесь, як кажуть, отака у курки срака, хоч маленька, але своя. Давайте посмотрим дальше. Что думает, какое послевкусие? Ну, как минимум, ваша последняя встреча прошла болезненно здесь и с недоверием друг для друга. С думанием остаться, с размышлениями, да, остаться или бросить все это к чертям собачьим. Что думает? Ну, здесь десятка огня. Ему, во-первых, тяжело. И, во-вторых, вы его раздражаете, возбуждаете, вызываете в нем агрессию. Но если не агрессию, то очень сильное сексуальное влечение. И если вы ему, условно говоря, не дали, да, что-то в жизни, да, то он озлоблен. И это ему не нравится. То есть, что он думает? Он хочет вас подавить еще сильнее. Да? То есть, он не хочет сделать вам легче. То есть, если это от вас идет, то вы его реально нагружаете. И это его бесит, да, то есть его очень бесит. Сильная агрессия. И сексуальная агрессия может быть, и энергетическая, да, то есть, ну, как минимум, вы можете вызывать у него скачки давления, да, вот уже, да, уже прилив крови в голове. Ок. Вторая карта — это чувство. Шестерка воздуха. Здесь все по воздуху, и видите, мысли, очень много ситуаций воздуха, и здесь много воздуха. Смотрите, он чувствует, что вы его провоцируете. Ну реально, вы его выводите на эмоцию, на действие, цепляете. То есть вы пытаетесь обратить на себя внимание путем провокации какой-то. Это он чувствует. И он пока что решил, скорее всего, либо наблюдать, либо он бросится на вас, да. То есть лучше пусть он будет наблюдателем, да. Пока что по этой карте он отстраняется. То есть он чувствует, что вы отдаляетесь из-за этих провокаций постоянных. Ну и в его планах. А вот здесь вот он будет вам причинять боль и страдания, для того, чтобы наблюдать за вами, и для того, чтобы вы, возможно, научились наблюдать за ним. То есть для чего это? Вот он так любит. Так любит, видите, шестерка и 12. Здесь вот такая кармическая связь. Поэтому в его планы не бросать вас из поля зрения. Да, он может отдалиться, но для того, чтобы вот скинуть обороты свои мужские, да, чтобы вот этот вот агрессия, там, этот тестостерон, или что еще у него там скачет, да, там, давление, или еще, чтобы оно просто успокоилось, угомонилось, чтобы он остыл. Это карта остывания. Эта карта тоже остывания. И поразмыслил. И вы подумали, и он подумал, да. Ну и смотрите, давайте посмотрим, а что дальше после этого? Ну, семерка огня, он будет защищаться. Вас, возможно, многовато в вашей провокации. И здесь действительно, ну сколько здесь их? 1, 2, 3, 4 на одного, да, он уже зеленый, да, он там лежит, зеленеет, бедняга. Вот, ну, вот такое вот искусственное дыхание, да. Дальше вам придется отстаивать каждый свою позицию. Здесь какой-то серьезный конфликт, возможно, даже завязались отношения, но они пошли по какому-то сценарию, где есть недоверие и где есть агрессивный человек. Может быть, вы агрессивны, может быть, он агрессивный. Учитывая то, что здесь воздух, а здесь огонь, он, скорее всего, здесь огненный, а женщина воздушная. Вот и все.
А стоит ли вам держаться за эти отношения? Ну, карты говорят, что лучше от них пока избавиться. Вы уже потом будете сами смотреть, надо вам избавляться, не надо. Но здесь страшный суд. А страшный суд — это очищение. И если это мужчина из прошлого, с которым вы опять встретились, и с ним был негативный опыт, то я бы сказал, что вам как минимум нужно хорошенечко подумать, а как вы будете выдерживать друг друга в своих границах. Да? Ну, при выстраивании своих границ, как вы с ним сможете, ну, сожительствовать, например. Ну и давайте посмотрим, есть ли здесь счастье. Здесь есть дьявол и, возможно, какие-то темные силы, а возможно, какая-то недовершенная цель из прошлого связывает вас с этим человеком. И сценарии, негативные сценарии прошлого здесь по этому аркану могут явно прослеживаться. А причиной этого все ложь, неправда и предательство. Кто в этом виноват? В этом виновато зеркало. Или тот человек, которого вы можете в зеркале посмотреть. Виноваты вы. Ну, я вас не обвиняю, да, то есть, ну, обычно говорит, спрашивают, да, кто виноват, он или я. Ну, вот здесь судьба виновата, раз. Может быть, родовая программа виновата, да. Но здесь тот, кто в зеркале, а в зеркале здесь женщина. Поэтому прежде чем, может быть, где-то винить кого-то, нужно посмотреть на свою ситуацию с разных сторон. И не только в этом раскладе, может быть, в предыдущих 3, а может быть, и в персональном, или может быть, еще на каком-то канале, и сравнить, чем чаще попадается обвинение в вашу сторону, или наоборот, в обвинение в сторону вашего партнера, вот там где-то нужно искать правду. Как минимум, дьяволом и страшным судом здесь попахивает, и где-то за грехи прошлого, может быть, неправда, может быть, измену, вашу или вашего партнера вам придется расплачиваться самыми разными послевкусиями в его мыслях, чувствах и планах на вас на сьогодні. Світла вам та вашому всесвітові, бережіть себе, кохайте себе та всесвіт, які оточують вас, і не забувайте допомагати силам світла, які нищать сили темряви, які пруть на світ саме знаєте звідки. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.